Дикие животные порой бывают умнее, чем домашние. И долго помнят доброту, которую к ним проявили. И эта история еще одно тому подтверждение. Все началось, когда в гости к дедушке Ване приехала его внучка Валя. В 10 лет она уже вовсю помогала ему по дому и по хозяйству. Когда несколько лет назад умерла его жена, дети стали привозить внучку на все лето, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Ей и самой тут было весело, кругом лес, животные, никаких ограничений. Дед Ваня работал егерем, поэтому много знал о зверях. И много рассказывал о них девочке. Однажды она прибежала из леса и весело смеялась. Когда дедушка спросил, что случилось, Валя рассказала, что спасла щенка. Кто-то поставил капкан, а он попал в него лапой. Девочка помогла ему так, как учил дед, развела зубья, и малыш смог выбраться. Он тут же побежал к маме. Вот только вокруг не было ни души, и собак здесь не водилось километра на 2, именно столько было до ближайшей деревни. Ваня удивился и спросил, как выглядели животные. Внучка рассказала, что они были очень похожи на хаски, только глаза не голубые, а желтые. Тогда дедушка понял, что это были волки. Инстинктивно волчица почувствовала, что ее детенышу пытаются помочь, и поэтому не напала. С тех пор прошло 5 лет, на дворе были лихие 90-е. Дед к тому времени оформил пенсию, но продолжал числиться егерем и жил в том же доме на опушке леса. Валя продолжала приезжать к нему и уже заметно выросла. Однажды дедушка отправился на почту за пенсией. Он всегда брал с собой ружье, сохранив эту привычку. Когда он возвращался домой, ему показалось, что на него кто-то смотрит. Сработал инстинкт, он безошибочно научился определять это в лесу, чтобы не подвергнуться нападению зверя. Но в этот раз никого не увидел. Уже дома он снял ружье и повесил на стену. И почти моментально в дом ворвались два мужика, у одного из которых была двустволка. Они следили за ним с самой почты и знали, что он получил пенсию. А когда увидели в окно, как дед Ваня убрал ружье, напали. Тот попросил отпустить внучку и сказал, что все отдаст. Но у бандитов были другие планы. Тогда дедушка неожиданно встал на их пути и велел Вале бежать. Она тут же побежала в сторону леса. Преследователи отправились в погоню. Может быть, они и не догнали бы ее, но нога девушки зацепилась за пенек, и она упала. Когда же Валя поднялась с земли, то увидела то, чего не ожидала. Бандит вместе с приятелем пятился назад, а на них наступали двое волков. Еще один прикрывал девушку. Когда мужик попытался выстрелить, животные вцепились ему в горло. Второй тут же бросился прочь. Валя заметила, что у одного из волков на лапе не хватает пальцев, и все поняла. Щенок, которого она спасла в детстве, вырос и отблагодарил ее. У нее началась истерика, но животное прильнуло к ней, чтобы успокоить. Девушка тут же поспешила домой, ведь у одного из нападавших был в руке окровавленный нож. В избушке она обнаружила дедушку, который был тяжело ранен. Но он все же смог добраться до сумки внучки, чтобы вызвать помощь с ее телефона. Полиция и медики прибыли быстро. Деда Ваню удалось спасти. А вскоре стало известно о том, что поймали бандита, который успел скрыться. С тех пор Валя, приезжая в гости к дедушке, всегда привозила с собой свежее мясо и относила к пеньку, где волки пришли ей на помощь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.